Добро пожаловать в Саратовскую область. На улице минус 24 градуса, поэтому сидим в машине. Ждем своего знакомого. Находимся мы в городе Балаково. И отсюда наш путь будет пролегать в Красноармейский район, деревня Клубково. 2010 год, если брать Википедию, численность населения 1 человек. Именно он нам и нужен будет сегодня. Так как нам ехать 288 километров, нужно быстро позавтракать. А позавтракаем мы сегодня самой знаменитой самсой. Почему самая знаменитая? Потому что готовят ее узбеки, готовят ее на рынке Рокот. Еще мой папа сюда ходил. Это самса из духовки. Тот самый человек, которого мы ждем, Ролла. Он местный житель. Сегодня самса с курицей и самса с яйцом зеленью. Да, не удивляйтесь, здесь такая самса. Ты с лимоном? Да, я любой чай буду. Самса, ну такая вот. Вот размер руки мой. Сначала зашли сюда, здесь было тепло, сейчас стало холодно. Ну, по сравнению с Узбекистаном тут другая, да, самса. А тут, кстати, тандыр она. Нет, это духовка. А, духовки. Блин, короче, очень холодно. Даже здесь сначала зашли, было тепло. Летом, по-моему, вот эта штука здесь продается. Сейчас ее не продают. Чай вообще обалденный. Как же вкусен этот чай. Я вообще первый раз такую Смотри. самсу вижу с Что яйцом. это с чем? Это яйцо, Яйцо с зеленью. Ну, тут больше яйца. Есть Да? какая разница. Хруст французской булки. Мне здесь нравится с говядиной. А почему-то не было ее, да? С андижана, который готовит самсу. Какой? Балакчи. Балакчи. Балакчийский. Спасибо тебе. Он застеснялся. Снять. А Васька слушает и ест. Ну, Суховато, я сразу вижу. Я даже не сухой, пробую. да. Даже не пробуя, а с яйцом вижу, что он суховато. Мяса тут нету, да? Как в Узбекистане. Столько. Это вообще где тут мясо? Пропало. Если честно, я, конечно, разочарован. Тут на самом деле только остался вкус детства. Больше ничего. Раньше здесь было вкуснее. Так как мы едем в гости, нужно что-нибудь прикупить. Ну, в данном случае нужно это по-любому делать. Чуть-чуть прикупили. Ну, то, что сможем утащить. В принципе, самые важные позиции. Я думаю, этого достаточно будет. Потому что там, говорят, нужно идти 3 километра пешком. Не факт, что мы это сможем дотащить. Осталось нам ехать. Сколько там осталось? Почти 70 километров. Почти 70 километров, и мы будем на месте. Здесь сильные переметы и очень-очень холодно. Незамерзайка замерзла, сейчас пришлось вручную оттирать лобовое стекло. Самый главный вопрос: как отреагирует человек на наше появление, присутствие. Меня вот больше всего это пугает. Я вот сейчас еду и пытаюсь смоделировать ситуацию и не понимаю реально, как он поведет себя. Но мы придем с добром, значит, нас примут. Только сейчас загуглил и узнал, что Красноармейск это бывшее название города Бальцер. В 1942 году был переименован. Наверное, что-то связанное с Красной Армией. Больше нет никаких у меня догадок. А еще Саратовская область славится гармошкой, ухой. Это на гербе Саратова. Раками. Ну, раками, наверное. Рыбой. И На гербе у нас саратовский крендель, по-моему. Не, серьезно. Где ты видел саратовский Ну, крендель? почитай историю, чем славится Саратовская область. Ну, ты где-то у нас видел, что продавали крендель? Ну, не видел, но, может, раньше продавали. Не знаю, чем славится Саратовская область, но рыба и раки у нас самые зачетные.
наконец-то долгожданный поворот наш. Так, и нам, получается, остается 12 километров после этого поворота. Поворот на Золотое. Для фермеров, конечно, это очень плохо, но в этом году будет очень много мышей, 100%, и значит будет много лисы. Если будет много лисы, значит будет мало зайцев, потому что их лиса ловит и ест. Видите, как все меняется из-за одной непогоды. Но по Саратовской области очень много полей, которые не убрали в этом году. Очень много. То есть погода застала врасплох фермеров. Не первый раз замечаю, в России любят пострелять по вывескам и знакам. Рогаткино. Ну, нам куда-то дальше нужно будет ехать. Рогаткино мы проехали. Навигатор нас ведет прямо. Ну, дорога есть, это уже хорошо, по крайней мере. Подъехали к магазину, все-таки решили узнать, какой поворот нам нужен. Ну, здесь очень мало жилых домов. В основном они в этой части деревни сосредоточены. Здрасте. Подскажите, здесь есть деревня, там один человек живет. Это где деревня? Волково. Так, вот сейчас будете ехать. Ага. Нет, да мы уже проезжали. Там туда. было в поле, да, вправо Вверх. уходит такая. Вот как едете, она влево. Ага. Влево? Да. Или Как вправо влево? все-таки? Вот мы едем, Вот сейчас прямо едет. вот туда А мы если едем, оттуда, Нет, туда ехать. туда ехать, да. Она Да, вправо. вправо. Да. Это вот так на возвышенность Да, немножко. на возвышенность. Да. Вот где И перемещено. вот по А И правую сколько там до этого села едет? руку, он прям едет. И там, и там один дом стоит. Один дом стоит. Вот, я тебе сказал Он сюда. живет там, Он да? живет там, Витька Волков, да. у него. Витя Волков? Да, у него даже, знаете, увидите, он даже сам себе это, Вот, смотрите. табличку, село Волково, он сам всё. повесил. Вот, да? Вот. Так, вот. Третий дом, что ли, там один, да? Ну, он один там, ну. Луга. Смотрите, какие в деревне. В какой деревне? Рогаткино? Коты Васи. Пушистые. Да, Вася? Мы на верном пути. Самое главное сейчас пробиться. Так поинтересовались. Отличный мужик. Хороший. Только положительные отзывы за него по деревне. Живет отшельником. Один самостоятельно. Раз в месяц, раз-два может спуститься вниз к деревне. И все. Положительный герой. Блин, Гранта, конечно, делает многие иномарки по своей проходимости. Она просто идет. Она и не идет, она плывет. Это Нива. Мини-Нива. Главное не застрять сейчас. Мы не стали пешком идти, потому что тут в ботинке аж снег и захлестывает. Гранта прет нормально. Следов человека вообще никаких нету, кроме вот какие-то заячьи, не заячьи, собачьи или лисьи. Не знаю. Где-то здесь он живет. Вот, наверное, вот эти скворечники, где. Сейчас запустит, он нас не запустит. Приехали вроде на месте. Дым идет, значит он там. Один живет, представляете, один.
15 минут мы сигналим, никто не выходит. Следов присутствия человека нету, кроме того, что вот идет пар из трубы, из одной сильно, из другой такой слабенький. Наверное, там скотина какая-то живет. Видно, что не выходят с этой стороны вообще никуда. Может быть, откуда-то снизу тропы. Подъездных тоже следов нету, ни машин, ни Нивы, ни грузовиков, никого. Посигналили. Как-то неудобно туда идти. Ну, похоже, придется. Тут снега просто по колено сейчас. Видно, впереди вон телефонная будка висит. Следов электричества тоже не видно. Я не вижу ни одного столба, который подходит сюда. Очень много скворечников. Видно, он любит птиц. В звонок звонили, никто не идет, но видно, что у него во дворе там все расчищено, то есть тропинки, следы. И этот звонок, ну, его невозможно услышать сейчас, потому что здесь ветер очень сильный и, скорее всего, сдувает куда-то. И он, наверное, не здесь, а туда ниже живет, поэтому даже... Я даже не знаю, не слышит. Уже минут 20 так стоим. И зайти как-то неудобно сейчас. Ну и на самом деле страшно, если честно. Да говори, потому как есть, что страшно. Как в фильме «Поворот не туда». Реально страшно, Просто потому всё. что ты не понимаешь, где ты и что ты. Попытка номер 2. Блин, я оделся, конечно, как будто в клуб пришел с короткими носочками. А, блин. Дядя Витя. Давай будем сильнее бить в звонок. Не зря же он висит. Посильнее колоти. Тишина. Представляете, здесь даже гудки идут. Алло. Ну да, гудки идут. Офигеть. Вот, ставьте карту и звоните. Село Клубково, дом 1. У нас целый квест найти дядю Витю. Мы уже просто замерзли, как собаки. Сейчас приехали в деревню, пытаемся найти одного из его родственников. Пока все безуспешно. Нет никого в этом доме тоже. Нет никого, Ролл, да? А? Нет никого? Не знаю, во всяком случае нам не открывают и не выходят на контакт. Мы решили чуть-чуть быть понаглее и спуститься прямо туда, на его тропинке. Конечно, это неправильно будет с нашей стороны, но мы слишком долго к нему пытаемся пробиться. И Роллка идет первый. На случай собаки дикой. Мы уже сюда ездим, как к себе домой. Тут накатали дорог, даже трактор не надо. В гору, постоянно в гору. Сейчас разговаривали с местными жителями соседнего села. Говорят, что у дяди Вити летом волки собаку съели. Поэтому собаки нету. Мы достучались, дозвонились. Вышел дядя Витя. Дядя Витя, да? Дядя Витя. Вот. Я еще не дядя никому. Ну, вы старше, поэтому для нас дядя Витя. Мы так. Чисто из уважения. Куртки Виктор Петрович из Москвы. Родственник. передал это. Вооруженные силы РФ.
Он Дядя Витя, расскажите, как долго вы здесь живете вот в с этом 90-го года. с 90-го года? Один Один. в этом селе. Да. Живу один. В общем, я был в кочевой. По всему Советскому Союзу кочевал. Это Молдавия, Кавказ, Карпаты, Казахстан, Украина. Везде там, короче, Кабардино-Балкария, там, в общем, это Калмыкия. Везде это проэтовал. Прогулялся там про это. А почему остановились именно в Саратовской области? Я здесь родился. А, вот в этом селе. Да. Я думал, тут кто-то есть еще. Когда вернулся в 90-м году, тут уже никого не было. А что вас побудило, я извиняюсь, вот остаться одному в селе не страшно было? Нет, не страшно. Я вполне привык уже. У меня соседи волки тут логово. И не одно логово. Они меня знают. И живем хорошо. в смысле. А мы бы не могли с ними столкнуться, вот Следы к приходя вам. к вам? Один летом, это городское, Красноармейское, меня встречают, я с рогаткой нашел, там у меня родственники, ну, они такие уже под 80 им, грибов им они просили набрать, вот я относил грибы, прошел там по оврагам, тут матерый живет, такой здоровый, волк, одиночка. Я мимо него прошел, значит, а он вышел потом, по-моему, по следу. Я горой прошел, отнес грибы, и иду уже дорогой, мне встретился один, на «Жигулях» ехал. Испуганный весь. Останавливается, говорит, здесь волки водятся? Я говорю, да, водятся. Говорит, я сейчас такого большого волка видел. А вы не знаете, где здесь можно это, вот, веников вот напариться в бане? Наготовить. Я ему туда же показываю. Я говорю, вот там. Он, ага, спасибо. Раз и в другую сторону. Ну, как бы, да, не совсем из приятного встретиться-то. Так что они тут приходили, и прямо во двор заходили ко мне. Волк. А были такие случаи, что на вас нападали они? А? Что нападали волки? Поначалу, да, это не здесь, и красный волк нападал на меня. Ну, я всегда при вооружении. С ножами? У меня мачете, кинжал. Сам выковал, я кузнец 6-го разряда. Сам себе выковал. Ну вот, красного волка, он, правда, не крупный, такие здоровый. Одного убивал. Ну, это еще надо набраться смелости, храбрости, чтобы встретиться с ним. Опять же, его нападение как происходит? И- Нападение происходит только тогда, когда они больные. Здоровый хищник никогда не нападет. А то обычно с этими лисы, тут корсаки, вот их я убью. Просто убиваю. Извините, Они я часто бесятся. правильно понял, здесь электричества вообще нет у вас? Здесь было электричество, здесь все было у меня. Ну тут, знаешь, как такая система. Я ведь тоже электрик. Приехали электрики. Все, мы тебе другой счетчик поставили, у меня это рабочий. Мы поставили счетчик на трансформаторе, пошли там, внизу трансформатор стоял. Переделали, у меня лампочки стали гореть все. Уже 300-ку попросил одного там богатенького знакомого. Вкрутил. На один день хватило, только пум, и все горит. Беру инструмент, пошел на трансформатор, отключу его. Вывел на свою линию 0 фазу, 220 ровно через трансформатор. И все. Вкрутил 40-очку и забыл, что и надо менять. Она у меня светит, когда надо. Они это разнюхали. Но я ведь нелегал, считаюсь. Как какой-то будет тут еще нам доказывать, где правильно или где неправильно. Ну, имитировали, как будто их обокрали. Вот у меня стоит вот рядом. В полицию сообщили, как будто у них линию украли. А сами сняли. Вот и все. И на этом у меня электричество закончилось. И как давно его уже нет у вас? Ой, давненько. Очень давно. Лет 10? Побольше.
Можно еще спросить, дядя, что вот здесь такое вы делаете? Это щепки, вот я доски делаю. Доски? С бревен. Это вы сами их рубанком, да, или топором? Одним топором. А, топором все это делаете. А куда эти доски пойдут в А будущем? вот тут у меня стоит крошка моя. Моя детская мечта. Детская мечта? Да. Так, это дровник. Это где? А вот дальше. Так. Вот. Где в нее прошли. Такое. Это моя детская мечта — корабль. Сначала приготовил стальной каркас. Это весь хлам собрал тут с деревни бывших хозяев. Вот эти трубы зубилом разрубил вдоль. И вот собрал этот каркас металлический. Теперь обшиваю его досками. Это просто будет как арт-объект или это реально хотите Это- где-то применить? Да, это будет реально у меня летающий объект. Какой? Летающий. И Чё, и как долго в планах строить? в планах? Ну, я строю без всех, без всего. У меня ничего нету. Я все готовлю сам. И доски, и уже все. Вплоть до того, что гвозди куплю. Какие мне надо. А как вы это? А это куда? Это где-то на реке будет стоять? Нет, это она может быть и на реке стоять, на воде. Ага. Она тонуть не будет. И по воздуху она будет летать. А как по воздуху перемещаться будет? Вот этот мне момент интересный. А это На воду вообще, как до воды он доберется, этот он корабль. будет летать по воздуху. В любой водоем. То есть это какие-то крылья будут, да? Да, вот это вот у меня будет типа крыльев. Ну, короче, я изучил кукурузники, которые весят 6 тонн, берут загрузку 5 тонн. И они хорошо планируют. У меня объект предназначен примерно под 1,5 тонны. Он будет очень легкий. Куда в планах полететь? Да никуда, просто здесь так По По району? местности. покататься. А прокатите? Ну, Да когда? губернатор, наверное. Саратов. Ну, На меня- проспект Кирова Меня прилететь. сразу собьют. Собьют. сейчас, Ну, да. сейчас время такое, да, сейчас лучше не летать. Вот именно. Да Нам что, надо какой-то позывной будет. пока делаем, вот, собираем. Ну, интересный, да? Дядь Вить, как обходитесь без медицины? В чем Без секрет? медицины у меня одно средство, которое очень опасное и безопасное. Вот у меня он растет. Вот, видите, сухие вот Это эти вот? хмель? Нет, это не хмель. А. Это плющ ядовитый. Ага. Микродозы принимаете? Да, какие-то? я принимаю микродозу, она служит от всех практически заболеваний. Вообще ничего не болит никогда? Вообще ничего не болит никогда. Но примешь чуть больше, тебя ни один врач не вылечит. Ты умрешь сразу. Вы это летом или круглый год принимаете? Да, практически в чай завариваю. На 3 литра чая я вот немножечко там вкладываю и все. Завариваю чай. Интересно. Это мое лекарство от всех заболеваний. Так, мы зашли в баню. Здесь посвети, пожалуйста, Ром. Все запотел. Ну, она маленькая у вас, да, очень? Ну, Да, одному маленькая хватает. банька, я за 4 дня построил. За 4 дня? Да. Какая-то печка, там железки какие-то, да, я смотрю? Да, это за вместо камня. Это Вместо снос, камня. сноса нету. Пару поддавай Вечно. только и все. Так, ну, можно отсюда выйти, в принципе. Можно. Так. Он что, прогрелся? Да, прогрелось. Прокочегарил. Дядь Витя, а это что такое? Это летняя лежанка. Это Просто, вот здесь спите, да? да, это я все убираю вот сюда. Тут у меня лежанка и тут лежанка. Я тут отдыхаю летом. Вопрос, Ну, в зиму там. вопрос еще один. Как часто вообще ходите в магазин? В магазине вообще не хожу. Вообще прям никогда не ходите? Вообще не хожу. А чем питаетесь?
То, что в огороде выращиваю. У меня еще вопрос сразу следующий. В огороде выращиваете, а где все это хранится? Это какой-то погреб должен быть, картошка? А вот или... там у меня и погреб. То есть вот куда мы заходили, Да, это да, погреб да, и да, жилье. да. А можно... У меня, я построил дом, он у меня сгорел. И вот у меня временно теперь жилище, вот я сделал, типа вот как подвальчик, берлога, короче. И вот сейчас зимой пока налажу. Потом в процессе, уже когда сделаю свою крошку, буду жить в своей крошке. Это у меня вот белая крольчиха. Ой, замерзла. Все. Вон она уже нырнула. Вот в свою эту. Это у меня самец. Серый. А тут у меня черная самочка. Тоже нырнула туда. Я заметил, у вас все потолки низкие везде, да? Под свой рост. Да, ну если очень будет холодно, у меня вот печка есть, я для них подогреваю воздух. Закрываю дверь и все. А сейчас пока еще терпится. Вот буду в процессе разводить кроликов. Раньше у меня были лошади, коровы, овцы. Ну и кролики тоже были. А куда все делось? Ну, хотели меня накрыть. Как понять? Ну, какие-то хрен поймешь, кто они такие явились там туда-сюда. Давай. Отнять хотели? Нет, чтобы я им этим отстегивал. Ну, я им отстегнул по 5 число. Они меня так не взяли, а вот потравили всех. Всю скотину потравили. Давно Да, это было? давно это было. И лошадей, и коров, и овец. В общем, все у меня потравили. Ну, пройдешь, да? И после этого, Хей, уходи. Пройдешь или нет? Да, попробуем. Давай, проходи. Хей, не мотайся под ногами. Ну все, мы с горем пополам забрались. Комната здесь небольшая. Сколько тут? Метр на 1,5 на 1,5? 2 на 1,5. 2 на 1,5. Да. Проходи. куда? Там дверь-то эту закрой. Так, Ага. гитара. Все, давайте я вот эту хотя бы закрою. Ну здесь тепло. Но, блин, здесь. Так, ой. Я заметил. Так, чай будете? Ну давайте, да, если можно. У меня такая одна вот Горячий эта. он? Горячий. Недавно вот с этого сварил. Блин, здесь лежаночка, конечно, Ну, по маленькая. А вы очереди. не боитесь, вам вот не страшно угореть вот в таком помещении или нет? Угореть? Да. Пожалуйста. Так, Ром, Не, угощайся. спасибо. Как я тут могу А, угореть, когда у меня труба работает? Тут у меня Сладкий, да, чай? чай сладкий, да. Вкусно. Это вот у меня каменка, она греется, вот даже можно потрогать. Она тепло дает хорошо. Так что угореть тут я никак не угорю. А был такой, что волки прямо заходили к вам в дом сюда? Ну, на Сюда? территорию. Ну, не прям сюда, а вот. А во двор заходили. Но вот сейчас мы видели следы, это лисий или волк? Лисяная, да? Но если она идет, Вот так, да, идет. это лиса. У волка крупные следы. У волка почти как собачьи мои следы, только у него когти длинные. Он растопыренными пальчиками вот так вот идет. Дядя Вить, еще, извиняюсь за такой нескромный вопрос. Из чего состоит рацион питания? Рацион питания: Да. картошка, моркошка, капуста, огурцы. В общем, веганская вся еда, да? Да, такая вся нормальная еда. Только я летом еще немножко подрабатываю. Ну, там, короче. Вот у меня заказ уже на следующий год. Там одним старым людям крышу дома покрасить. Покрасить? Да. Вот весной пойду покрашу. А кто-нибудь из администрации к вам приезжает сюда? Приезжали. Приезжали. И глава администрации муниципального округа этого.
Галина Васильевна Панина. В общем, все нормально. Так. А чем питаюсь, чем питаюсь? А рыбой не питаете? Хотел узнать вот. Я ем все. Я ем и рыбу, и мясо. Ну, по имению продукта, тем и питаюсь. Что имеет, тем и питаюсь. Когда очень скучно, я беру гитару. А можете что-нибудь сыграть? О, да, было бы здорово. Не покажете Что-нибудь. нам? Сыграть? Да, да любую мелодию. У меня ноги от холода начинают Не, прям уже колоть. да, теплее. Не, у меня прям это, стрелять начинают пальцы. А, колоть, поколоть. Ну, сними оттуда, пожалуйста. А? Сними оттуда. Я вам сыграю одну песню, одну из первых песней, когда я организовал группу и солировал этой песней. Любят женщины цветы, розы и гвоздики. Лишь одна не любишь ты те цветы и гвоздики. Любишь ты ромашки цвет, что похоже на солнце, васильковых цветов аромат, что похоже на небо. Любишь ты ромашки цвет, что похоже на солнце, васильковых цветов аромат, что похоже на небо. Я нарву тебе много цветов, васильков и ромашек, принесу тебе ранней зарей в серебристой росе. Посмотри, дорогая, скорей на чудо природы. Я люблю тебя, как эти цветы, и прошу тебя, возьми их ты. Посмотри, дорогая, скорей на чудо природы. Я люблю тебя, как эти цветы, и прошу тебя, возьми их ты. Ты возьмешь их нежной рукой и поставишь в вазу. Любоваться будем вместе с тобой, и поймешь ты сразу, что ромашки и васильки, ведь твое отражение. Только в зеркало ты посмотри, и поймешь, что цветы это ты, что ромашки и васильки, ведь твое отражение. Только в зеркало ты посмотри, и поймешь, что цветы это ты. Вот. Здорово. Увлекательно. На самом деле неожиданно. Неожиданно здорово. Блин, еще какие-то у меня вопросы были прямо вот сейчас. Хотел узнать и вот что-то забыл. Вылетел. У меня до такой степени сейчас ноги прям стреляют, Средство мое боевое искусство. Это что это такое? Кого- Сабля какая-то. Кованый короткий меч. Причем, в смысле, вы как говорили, Боевой. вы это сделали сами, да? А Да. острый? Ну да, это так. Можно рубануть. Можно? Да? А тяжелый, Нет. Денис? Ну, не тяжелый, Ну, но такое. Ну, собаку можно по шее. То есть, или волка там. И вот вы с ним ходите? Нет, я с ним не хожу, у меня вон есть эти специальные походные. А можно их посмотреть? Да, пожалуйста. Вот на ремешке они. Так, вот эти. Убрать саблю. Это не сабля, Это это меч. Меч. Самодельный, да, все они? Да, не кованые. А к вам кто-нибудь вообще приходит сюда из людей? Нет? Нет. Вообще никто? У вас Никто. даже телефона нет? А зачем мне нужен? Некому звонить. У меня таксофон есть вон. И вы кому-нибудь звоните? Ну, я звоню вот своим родственникам, они под 80 лет им. Звоню этим родственникам, ну, через каждые 2 месяца. Сотового нету, да, у вас? А здесь он не берет. Да, здесь у нас тоже сигнал. У меня лично потерян здесь. Только в этом месте, здесь какая-то аномальная зона, что ли. Здесь вот только вот у меня кабельный этот самый таксофон стоит и все. Петли не ставите на животных? На Я не зайцев? охотник. А, нет? Нет, не охотник. У меня раньше было больше 100 голов кроликов. И вот я полмешка выпускал для повышения популяции зайцев.
на волю. За Мне нами вот серая интересно, краса. Они развелись, тут их было очень много. Зайцев? Да, и кроликов. А, кролик. Дикие. Они уже одичавшие, я их пошел отнес, выпустил. Лисы не поели их? Нет, браконьеры их. У меня еще вопрос вот такой вот. Я просто себя ставлю на ваше место. Вот я проснулся один, никого нет. Вот что весь день мне делать? О чем я должен думать? О чем вы думаете? Вот? Я думаю о своей крошке, О, о вот своем этой корабле. машине. Я думаю, все это, планы накидываю с вечера, утром поднимаюсь, пью чай и вперед. Делать все. Да. Если где что. Погода, не погода. Да, погода не погода, меня это не тревожит нисколько. И сколько уже строите вы его? Корабль этот? Я сначала строил деревянный, Ага. просто из дерева. Построил, ну, рассчитывая на, может, кто есть, отзовется какие-нибудь такие. Никто. Потом вот у меня дом сгорел. Короче, подожгли его доброжелатели. Вот я построил вот это все. А эту крошку, не крошку, а тот первый макет я разобрал. У меня был просто деревянный. Разобрал на перекрытие крыши. Вот и все. И стал готовить эту вот металлическую конструкцию. Вот как-то вот Уже- так вот висит, да, я так понимаю? Да, я одеваю пояс, они меня с На обеих сторон. груди? Нет, на поясе. А, на поясе? Блин. Так, ну все. Можно убрать. Вот такой у меня вопрос, дядь Вить. Мгм. А вот находясь, вот ты здесь, ну ладно, мы сейчас подсвечиваем с камеры, с телефона. Вот ты вот сейчас вот до того, как мы пришли, ты здесь был. Вот находился. свет какой-то есть небольшой. Да, А тут солнце у меня Что будет. освещение есть, да? от Ну там батареи. минимум вообще. Ну, меня замыкает немножко. Ну, есть. И ложку мимо рта не проношу. Вот что. А мыться, купаться, где все? А это бани. А, в бане. А где мы там были-то? То Там- есть вот каждый раз, чтобы помыться, идете ее разогреваете. Да. Там до 200 градусов свободно. Поднимает 200 температуру. градусов. Да, дышать даже нечем. А вы знаете вообще, что происходит сейчас в мире, новости? Новости? Да-да. Ну, что на Украине там воюют, что ли? Да-да. Я знаю. У меня вот приемничек вот маленький. А, Сзади все-таки тебя информацию получаете вы Да, вон маленький приемничек. с цивилизованного мира. Да, каждый вечер вот включаю, у меня тут, они там 4 батарейки, тоже они мне, экономлю, короче, эту энергию, и только вечером поздно включаю, это примерно в 8-9 часов А у вас вечера. нет семьи? Семьи нету. Просто у меня такое получилось дело, армейское, Как? армейское. А, болезнь какая-то. Да, болезнь на 30 лет отсрочила семейную жизнь. Никак не понятно. Дай-ка я встану. У меня это- Вы уже в темноте ориентируетесь здесь неплохо. Да, А дом строить не собираетесь? Побольше. собираюсь. Квадратуру. Я собираю, это самое, здесь ковыряюсь в развалинах, ищу кирпич, стаскиваю его мешком. И вот уже, вот, ну еще не хватает у меня кирпича. У вас получается сейчас из животного мира только кролики, да? Да, только кролики одни. Кролики Гуси, утки, и- курицы. и кот. А, и кот. А где кот? А, черный, мы же его на выходе. Да. Вот. А он что ест? Тоже Э, картошку? Что я ем, то и он ест. Тоже вегетарианец. Да. Он огурцы ест соленые хорошо. Не соленые, я маринованные делаю. А на огороде что вообще выращиваете? Морковь, картошку, огурцы, помидоры? Капусту, чеснок, лук. А, вы говорили, это погреб сейчас? Мы в погребе? Погреб вот. А, там еще есть. Вот. Погреб вот здесь. Вот дверку Ага. открываешь и ты спускаешься. Там у меня Ага. картошка, все. А в банке ролл посмотри, пожалуйста, вот под ногами. Не грибы там? Это не грибы, это, Ролл с другой стороны. это сало А, сало. свиное. Я делаю на нем пережарку луковичную. И готовлю супы там, и что мне захочется. Ну что, дядя Вить? готовить-то опять же здесь же? А? Здесь же готовить? Да, вот у меня плита. Есть, да? То есть Да, все Ну, здесь нормально. вот На чем и приготовить?
А, еще такой вопрос. Алкоголь вообще не принимаете? Ну, как тебе сказать? Приехала племянница с мужем ко мне. Привезли маленький котельный шашлыка, 2 куска колбасы и виски. И вот я с Сергеем Сергеевичем вдвоем эту виску уговорили, попели под гитару и все. Так что я не увлекаюсь этим делом-то. А было желание вот уйти, ну, к людям поближе или нет? Нет, никогда у меня этого не было от самого раннего детства. То есть, наоборот, подальше от людей. Подальше от людей, потому что я, как вам сказать, я воспитанник в семье. Воспитанный в большой семье. Когда вернулся с кочевой, матушка у меня еще жила в Рогаткино, она умерла уже в 2000 году. Заехала к ней, я вернулся сюда сразу. Заехала к ней, она меня посадила за стол, угостила пирожками с молоком, у нее козы были. Села напротив и мне говорит: Витя, ты ведь не мой сын. Она подумала, что я забыл. Я говорю: я знаю, мам, я не забыл. Но свое отношение к вам в плохую сторону менять не собираюсь. Как был послушный, так и остаюсь до конца ваших дней. Вот так вот. Я, а в этом я про женщин могу сказать. Я проспал. Я хотел попасть в вооруженные силы, в морфлот или Какой год? 76-й. В морфлот или в десантские. Собрали нас всех в Саратове на пересыльный пункт военкомата. Но никто не приехал за нами. Там полный плац был. Разместили по казармам, переночевать. Утром просыпаюсь один, а привык дома спать хорошо, никто не толкнул. Потягиваюсь. Потом очнулся, что я не дома-то. А в казарме никого нет уже. Я вылетаю на плац, а там остался от этой толпищи один рядочек, человек 50, наверное, и все. Остальные все разъехались уже, разобрали по воинским частям. И я попал в Крысятники, в стратегические войска. Вот. И прослужил в Московском военном округе 2 года. Первый год в боевой части, потом там разрушение, хрущевские времена, герметизация боеголовок. Снег, я так понимаю, к вам не чистил никто, да? А зачем мне ко мне чистить? То есть вы сами говорите, не надо. Но мы сюда спокойно проехали на машине. Да сейчас еще снега мало. Все равно, уже А, нормально. Подъехали мы. А тут уже это мы были вот года 3 назад зима, вот я к роднику туннель прорывал. А где у вас родник А работает? вот Далеко? прямо, рядышком. Я туда не хожу, я хожу в ручей, там у меня углубление, набрал воды сколько мне надо и все. Даже сейчас этот ручей действующий? Да. Можно будет его посмотреть? Ну, пожалуйста, у меня к нему трубка прочищена, все Ну, это, нормально. наверное, на выходе выйдем, посмотрим. Так что все это у меня хорошо. И плачу я, нас оставили 3, всю воинскую часть, офицерский городок срочно эвакуировали, выводить коммуникации из строя. И вот мы в этом розовом тумане снимали. 2 комиссовали сразу, меня в другую часть кинули. Те, кто патриоты остались, раскиданы по другим частям после выполнения этого задания, все кончились. В первый же год померли. Еще вопрос такой. А у вас есть документы, какой-то паспорт? Или... Паспорт у меня у главы администрации. А, у них паспорт лежит? Да, я им отдал, пока я тут не устроюсь, пускай у них лежит. А, ну все-таки есть, чтобы если Да. что-то случится. Да, все нормально. Но это нового образца уже, этот паспорт. Ну, мне вот тоже интересно, а никто вот вообще не приходит вас наведать? Живы вы тут, не живы? Это я прихожу туда, интересуюсь, живы они там или не живы. А со мной что случится? Со мной ничего не случается. Ну да. Были рады с вами познакомиться. Очень интересно. Очень Э, приятно. Дай бог, чтобы вы осуществили свою мечту.
Я сочту ее обязательно, по-любому. Я думаю, мы, наверное, Денис, все же, Приедем если с еще. вашего позволения, если, да, вы разрешите, мы к вам еще приедем. Пожалуйста, Полгодика. можно Летом. пожалуйста, приезжайте. Как Как? будет потеплее, я думаю, будет поинтересней пообщаться, Слушай, ну что-то посмотреть. здесь реально как в бункере. Тут поэтому тут ничего не слышно. А вы как услышали? Что именно услышали? А Крики? чуть крик. А когда сигналили, вы не слышали? Нет, Я буквально. думаю, очень нет, ничего. Денис, как раз ветер, вот прям Туда вот он вниз. наискосок туда вниз, да. А есть в планах вообще завести крупный рогатый скот? Планов пока никаких нет у меня. Только из-за того, что у меня нет для них никаких. А планов. справились бы, если бы был КРС? Да легко и просто. Вам бы сюда баранов хорошо. Вот реально баранов, мне да, кажется. ну а волки, конечно, пощелкают быстро. Ты видишь, Волки? Денис, тут, да, тут дело-то в том, Нет, то, что... Тут летом вот Вот. две вот такие вот здоровые собаки, здоровые, приблудились, а я тут был. Выхожу, ну, думаю, пойду покурю. Под навесик там у меня около огорода. Вышел, они лежат. Я говорю, вы что тут делаете? Они вот потихонечку так топ-топ-топ вниз туда спустились. Только спустились, и волки их подобрали сразу. Порезали и утащили. Так что меня-то не знают, а вот всех остальных не принимают. То есть вас даже уже... Я им как брат уже становлюсь. Волк волка видит издалека. Да. А я, кстати, вот у меня фамилия еще Волков. Ну, фамилия, я по фамилии-то Волков, в семье это самое, воспитанный Волковых. А настоящая моя фамилия Волов-Коваль. А это что такое? Какие-то ухваты? Клещи. Я открываю ему вот горячие А, все, я понял. кружочки, открываю и это. Ну, чтобы руками не брать, не обжигаться. Ну, вот так вот. Было очень интересно. Да. Вот и существует пока тут. Вопросов было много, но, по-моему... Когда, Ответов еще больше. когда наберу стройматериала еще, особенно кирпича, вот, там подработал немножко, шлакоблоку заработал. Привез сюда, привезли мне. Кирпич собираю потихоньку, чтобы сделать такой хороший, приличный домик. Да, Чтобы он дай был бог. не деревянный, как я первый, Да, чтобы не сгорел. Каменный. кирпичный. Или глиняный. если- Нет, кирпичный хочу сделать. У меня уже прилично. А размеры какие? Ну, такие скромные размеры на определениях уже. 6 на 6. Нет. Примерно 10/4, примерно такой вот. Не понял. Расстроилась. Лесом. Рукавом задеваю. Чем больше проходит мгновения, тем больше играю я роль. То дьявол я, то свет свечением, то праздник, то страшная боль. С утра я Ромео влюбленный, к обеду в огне сатаны, а к вечеру духом спасенный, уложенный в край тишины. Где ад, где рай, где смрад, где край, непредугаданную даль ты попробуй угадай. Джульеттой себя представляю, в ненастную ночь выхожу, краду я продукты святые, что вырастил сам на виду. Играю я роль без притворства, и вот уже где-то в часах Господь я и песнь напевает, исполненный дух в небесах. Где ад, где рай, где смрад, где край, непредугаданную даль ты попробуй угадай. Спасибо. Здорово, спасибо. Я уже дикий, ищу я родства и порой
На бешеных тварей кидаюсь, как будто последний свой бой. С ножом, что с рукой неразлучной, ищу я родства и любви. Ищу я среди них моих другов, что крепче людской доброты. Друг, зверь, враг, зверь, если не хочешь, не верь. Жизнь, зверь, смерть, зверь, если не можешь, не верь. Жизнь, свет, смерть, свет, вечер, день и рассвет. Жизнь, тьма, смерть, тьма, и поздно верить в рассвет. Спасибо. Вот у меня еще, вот кирпичи Ага. набрал, вот кирпичи набрал. Слушай, ну ты, блин, вот одному же это очень тяжело с этим справляться. Ну и вот тут понемножку вот тоже кирпичи. Набираю потихоньку кирпичей для строительства нормального здания. Вот шелкоблоки заработанные. Все это тоже. Вот кирпичи еще. В общем, понемножку набираю. А вода у меня вот там. Вот здесь у меня вот был дом. Вот он. Его проекция дома этого была. Он у меня ты сегодня это чистил? Проходил? Нет, вчера. Но я еще вот ее видно немножко. Рассаживаю сосны, лиственницы, облагораживаю свое место существования. Вот рассадил эти вот осины, березки. Они уже выросли, хорошие стали. В общем, занимаюсь и лесоводством. А вот у меня родник. Вот я беру тут воду. То есть отсюда воду набираете, да? Всегда Да. чистая вода, да? Всегда чистая вода. Она и... Кипячение. Хотя, подожди, мороз уже по 30 градусов не замерзла. Значит, не замерзнет. Нет, если если совсем замерзнет, то я топориком прорубаю прорубь и учерпываю. Он отсюда прям идет или откуда сверху спускается? Он идет оттуда, он с горы. Проведенный вот он. И здесь я беру воду. Ну а здесь у меня джунгли. Мои личные. Все распустил, все рассадил. Тут вообще ничего не было, когда я вернулся. Это все моя деятельность. Обещали еще метель, кажется, здесь. Метель будет скоро. Ну да. Дядь Вить, на камеру. Спасибо. Спасибо огромное И еще за встретимся. интересную встречу. Да, пожалуйста. Надеемся, да, в ближайшем Так. будущем мы к вам еще приедем, с вашего позволения. А он на магните. пообщаемся. Давайте, помогу. Стойте, Ну вот, с другой стороны. Ага. Ночной ГЭС. Вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие. Очень сильно намерзлись. Прошел целый день. Получается, туда 4 часа, обратно 4 часа. И уже хочется подвести итоги поездки к дяде Вите. Когда мы туда к нему приехали, реально был страх. Был страх зайти к нему на территорию. Не знаю, с чем это связано. Вроде мы двое не маленькие дети, но все равно этот страх, он присутствовал. И когда уже вышел дядя Витя, что вы, говорит, кричите, да иду, я иду. Я не знаю, почему мы его расположили к себе, наверное, просто назвали дядя Витя, как будто знакомый. И все, вроде, он нас пустил. И уже когда зашли внутрь помещения, и опять же, он так легко нас повел туда вниз. И я только сейчас вот понял, что мы были вообще в погребе. Я не обратил внимания на все эти ступени. Оказывается, мы не могли до него докричаться, достучаться из-за того, что он под землей. И первое мое мнение, что труба это была, где там, ну, я сказал, скотина или курица какая-то, или животный мир живет. Это, оказывается, вот как раз-таки был его дом. Он находится под землей. Потому что когда мы у него внизу находились, там реально глухо все. Там можно
я не знаю, бомбу взрывать, он не услышит этого ничего. Наверное, изначально это было спланировано как погреб. Почему-то я так подумал. Ну да, это и есть, в принципе, это и есть погреб. Он, получается, живет в погребе. Потому что он нам сказал, что его дом был сожжен, и ему деваться некуда было. Я думаю, что вот он временно таким образом переместился туда. Что, конечно, удивило, это его терпение. Ну, представляете, я вот сейчас перебирал какие-то кадры и слышу, как он рассказывает, он вдоль трубу зубилом разрубал на вот этот каркас весь. То есть это какие нервы должны быть железные. Ну, вообще вот это вот каждый день выходить, просыпаться утром, там, вместо зарядки разрубать вот эти полукруглые поленья, топориком делать из них дощечки. Ну, это такая мотивация бешеная у человека на самом деле. Что его побудило стать отшельником? Ну, у меня есть догадки, но я не знаю, я не буду их говорить вслух. Думаю, каждый сам сделает выводы. Ну, так, очень интересный человек, позитивный, добродушный. Я видел до этого ролики, видео, когда к нему приходили другие люди. Но могу сказать так, что нас он прям вот очень мягко принял. И как будто вот мы друг друга знали 100 лет. И спокойно, то есть мы ворвались в его формат. Надеюсь, наступит время, лето, мы к нему, может быть, попадем. Конечно, если бы я знал, что в чем у него есть нужда, может быть, я не знаю, какую-то мини-солнечную батарею бы подарили ему, потому что С электричеством, да, там с электричеством проблема. вообще беда полная получается. Вот вы представьте себе, один в погребе, никакого света нет, там что-то там мелькает, экономия батарейки, не знаю, где он ее заряжает даже. Я даже не знаю, это нужно быть отважным человеком. Мы обычные люди, да, у нас появилась какая-то информация, мы делимся друг с другом, быстрее рассказать, там, чтобы тебя пожалели, там, посочувствовали тебе, а он с котом может только поделиться какой-то информацией. То есть это держать все в себе, сильные духом люди.